то утро небо над Юкатаном было безупречным. Тропический воздух, влажный и густой, дрожал над кронами папоротников высотой с дом. Туман стелился над болотами. Первые лучи солнца золотили верхушки секвой, росших здесь уже 30 миллионов лет. Планета находилась в расцвете. Жизнь захватила каждый сантиметр суши, каждый литр воды, каждый метр высоты. Она ползала, плавала, летела, рычала и пела. И над всем этим правили динозавры. Они занимали эту планету уже 165 миллионов лет. Дольше, чем существовали Альпы, дольше, чем большинство морей в их нынешних очертаниях. Они пережили засухи и потопы, смену климатов и дрейф континентов. Они были не просто успешными животными, они были самым долгим экспериментом природы с крупными сухопутными существами за всю историю планеты. И в то утро у них не было ни малейшей причины думать, что этот эксперимент когда-нибудь завершится. Но где-то в черноте космоса, в поясе астероидов между Марсом и Юпитером, судьба уже была решена. Каменная глыба диаметром около 10 километров, не валун, а настоящая гора, летела к Земле со скоростью 20 километров в секунду. Она летела сюда уже несколько миллионов лет, повинуясь гравитации, которая никого не спрашивает о разрешении. Она прибудет сегодня. У побережья Мелководного моря, которое тогда разрезало Северную Америку пополам, от Арктики до нынешнего Мексиканского залива, паслось стадо трицератопсов. Их было около 20. Крупные самцы весили до 10 тонн. Они медленно двигались вдоль кромки леса, срывая ветви с невысоких пальм. Один из молодых самцов остановился, что-то почуял, потоптался на месте, потом успокоился и снова опустил голову к земле. На склоне холма в 2 километрах к северу, в тени широколиственного дерева, дремал тираннозавр. Крупный, зрелый самец. Его темно-серая шкура была покрыта шрамами от старых схваток. Одно ухо слегка приподнялось, уловив далекий звук. Потом опустилось. Тираннозавры жили только настоящим. Голод, охота, отдых, снова голод. Их мозг был достаточно сложным для тактики и запоминания маршрутов, но не для предчувствия конца. Это было их привычным состоянием, и в то утро их главным ограничением. На берегу того же моря несколько анкилозавров вошли в воду по колено. Они искали водоросли, скопившиеся у берега после вчерашнего прилива. Их массивные панцири медленно нагревались на утреннем солнце. Над ними кружили птерозавры. Они высматривали рыбу. Один спикировал, ударил по воде и взлетел с серебристым трепещущим телом в пасти. В сумраке леса разворачивалась сцена поменьше. Небольшой велоцираптор вовсе не тот великан из кино, а зверь размером с крупного индюка, покрытый перьями, загнал в угол мелкого травоядного. Хищник присел, прижался к земле. Все шло по знакомому сценарию. Это был обычный меловой день. В природе не было для них предупреждений. Точнее, сигналы были, но некому было их прочитать. За несколько недель до события рыбы у побережья Юкатана вели себя странно. Косяки скумбрий, обычно державшиеся в 30 метрах от берега, ушли на глубину, без видимой причины, без хищника, который мог бы их спугнуть. Морские черепахи, откладывавшие яйца на этом берегу уже миллионы лет, в то утро не вышли на сушу.
Птицы, а настоящие птицы уже существовали, потомки мелких динозавров, вдруг поднялись с деревьев целыми колониями и полетели прочь. Не сезонная миграция, просто прочь. Как будто что-то в инфразвуке, недоступном другим существам, сказало им «Уходите». Никакого Плиния-старшего не было рядом, чтобы записать все это в свою энциклопедию. Некому было сопоставить пустые берега и улетевших птиц и понять, что происходит. Единственный вид, который мог бы прочесть эти знаки, еще не появился на сцене. До первых людей оставалось 65 миллионов лет. Он вошел в атмосферу на рассвете. На высоте 100 километров просто огненная точка на синем небе. За 10 секунд точка превратилась в полосу. За следующие 5 – в столб света. Он летел так быстро, что атмосфера не успевала расступаться. Воздух перед ним сжимался и раскалялся до температуры поверхности Солнца. С расстояния 1000 километров это выглядело как новая звезда, вдруг вспыхнувшая на горизонте. Ярче Луны. Ярче всего, что когда-либо видело это небо. Она осветила весь западный горизонт, отбросив резкие утренние тени от деревьев. Трицератопсы подняли головы. Тираннозавр открыл глаза. Затем объект ударил в мелководье у берега Юкатана. Взрыв был не взрывом в привычном смысле. Это было превращение. За долю секунды 10-километровая каменная гора, летевшая в 70 раз быстрее пули, преобразовала всю свою кинетическую энергию в тепло. Энергия этого удара в миллиард раз превышала мощь атомных бомб, сброшенных на Хиросиму. Вся кинетическая энергия мгновенно перешла в жар, взрывную волну и свет. В первые секунды испарилось само морское дно на несколько километров вглубь. Скальная порода не расплавилась, она испарилась, превратилась в плазму. Чаша кратера диаметром около 180 километров образовалась не за тысячелетия, как обычные геологические структуры, а за несколько минут. Тепловой импульс пришел первым. Инфракрасное излучение, летящее со скоростью света. Деревья не загорались, они вспыхивали мгновенно. Весь лес на 1000 километров вокруг превратился в огонь еще до того, как пришла ударная волна. Трицератопсы в 300 километрах к северу почувствовали жар. Секунду, может быть, 2. Этого было достаточно, чтобы дрогнуть. Недостаточно, чтобы сделать хоть что-нибудь. Ударная волна пришла следом. Она срывала деревья с корнем, как ветер срывает осенние листья. Она опрокидывала многотонных животных, как картонные фигурки. Это произошло очень быстро. Настоящий конец начался не в первые секунды. Он начался в следующие часы. Миллиарды тонн расплавленной породы, выброшенные взрывом в верхние слои атмосферы, начали падать обратно. Не дождем. Они падали как метеориты, миллиарды раскаленных до красна каменных капель, прочертивших горящие полосы по всему небосводу. Там, где они приземлялись, а приземлялись они везде, от Северной Америки до Европы, они поджигали леса. Вся поверхность Земли буквально прожарилась сверху в течение нескольких часов после удара. Небольшие млекопитающие, похожие на землероек и опоссумов, проведшие последние 100 миллионов лет в норах, теперь жались в своих туннелях. Крокодилы ушли на дно рек, черепахи забились в ил. Некоторые из них переживут этот день. Для динозавров, у большинства из которых не было ни нор, ни возможности уйти под воду, небо стало огнем.
Через несколько часов после удара в атмосферу поднялось такое количество пыли, серы и сажи от горящих лесов, что солнечный свет перестал достигать поверхности. Не стемнело постепенно, стемнело быстро. Температура на поверхности упала на 20, потом на 30 градусов. Тропики превратились в умеренный пояс. Умеренный пояс – в тундру. Растения, лишенные солнечного света, начали угасать. Сначала самые светолюбивые, потом почти все. Пищевая цепочка обрушилась снизу. Крупные травоядные, привыкшие поглощать тонны растительности каждый день, оказались в мире, где растений становилось все меньше. Они двигались. Они искали. Некоторые продержались недели, может быть месяцы, питаясь уже засохшей растительностью, корнями, тем, что осталось. Но исход был неизбежен. Хищники, оставшиеся без добычи, охотились на падаль, потом на более мелких хищников. Тираннозавры, последние из которых, вероятно, исчезли не в день удара, а через несколько лет после него, уходили не от огня. Их сломил холод и тишина опустевшего мира. Людей не существовало. И в этом есть что-то почти невыносимое, если позволить себе задуматься. Помпею пережили тысячи человек. Они добрались до соседних городов, сели в лодки, смотрели на гибель своего города с холмов по ту сторону залива и потом об этом рассказали. Молодой Плиний написал письма, надписи на стенах расшифровали. Мы знаем имена людей, их долги, их выборы, их последние обеды. Здесь не осталось никого. Ни одного существа достаточно сложного, чтобы осмыслить произошедшее и передать это слово дальше. Только кости, спрессованные в породу, превратившиеся в камень за десятки миллионов лет. Молчаливые, ничего не объясняющие. Трицератопс, найденный в Северной Дакоте в 21 веке, исчез из летописи в ничтожно короткий по геологическим меркам промежуток времени после удара. Он не знал, что был последним. Он не знал самого слова «последний». Он просто жил, как жил всегда. Но мы знаем, мы, пришедшие сюда через 66 миллионов лет, научившиеся читать камни и считать изотопы, знаем то, чего не знал никто из живших в тот день. Через год после удара в нескольких местах появились первые папоротники. Пионеры, всегда первыми заселяющие выжженную почву. Через 10 лет некоторые леса начали восстанавливаться. Через 100 тысяч лет климат стабилизировался. Млекопитающие вышли из своих нор в мир, опустевший от великанов. Крохотные, незаметные, привыкшие скрываться, они вдруг оказались в пространстве без конкурентов. Ни одного хищника, которого стоило бояться, ни одного вида, занявшего все ниши. За следующие 10 миллионов лет они заняли почти все, что раньше принадлежало динозаврам. Появились крупные травоядные, крупные хищники, летающие, плавающие, роющие. Жизнь снова стала разнообразной, только другой. И в одной из этих ветвей маленькие приматы, появившиеся в тропических лесах вскоре после удара, через еще 60 миллионов лет дадут начало существам, которые встанут на две ноги, которые возьмут камень в руки, которые придумают письменность и напишут об этом всем. Помпея и меловой период разделяют 66 миллионов лет. Но между ними есть нечто общее, что выходит за рамки геологии. Ни жители Помпеи, ни динозавры не были виновны в своей судьбе. Ни те, ни другие не могли ничего сделать, не потому что были слабы или медлительны,
а потому что не располагали инструментами, чтобы понять, что происходит. Жители Помпеи не знали о вулканизме в нашем современном смысле. Динозавры не знали вообще ничего, в том смысле, в каком мы используем это слово. Обе катастрофы разворачивались благодаря силам, несопоставимым с возможностями тех, кто им подвергся. Ни человеческая цивилизация того времени, ни биологическая эволюция не имели против них защиты. Разница в одном. От Помпеи у нас остались голоса. Письма Плиния, надписи на стенах, слепки тел в пепле. Мы слышим этих людей через 2000 лет. От мелового периода у нас остается молчание. И, может быть, именно поэтому мы не устаем задавать одни и те же вопросы о том последнем утре. Что они делали? Что они чувствовали, если чувствовали? Видели ли они, как что-то меняется? Был ли у них хоть миг, чтобы посмотреть в небо? Мы никогда не узнаем. Но в том, что мы спрашиваем, есть что-то глубоко человеческое. Мы единственные существа на этой планете, которые оглядываются так далеко назад и скорбят о тех, кого никогда не знали. 66 миллионов лет назад над Юкатаном небо раскололось. Те, кто жил под ним, не успели ничего понять. Они просто исчезли, как исчезает пламя, когда заканчивается воздух. Мы пришли после, нашли их кости, дали им имена. Это все, что мы можем для них сделать.